Здравствуйте, мои дорогие, с вами Дина. Я рада приветствовать вас на канале «Коллекция рецептов». Пасха – это самый большой и радостный праздник в жизни каждого православного человека. Накануне празднования хозяйки пекут куличи, красят пасхальные яйца и готовят творожную Пасху. Рецептов приготовления дрожжевых пасхальных куличей очень много, но сегодня я хочу поделиться с вами рецептом кулича без дрожжей. Преимущество этого рецепта в быстроте приготовления. Для этих куличей не требуется опара, не надо ждать, пока подойдет тесто, а также перед выпечкой изделиям не нужна расстойка. Такие куличи можно выпекать сразу же. Готовятся они на основе кукурузной муки с добавлением разрыхлителя. Итак, приступим. Для начала мягкое сливочное масло отправляем в чашу миксера и взбиваем его до момента, пока оно станет более светлым и воздушным. А пока масло взбивается, разделяем яйца на белки и желтки. Не выключая миксер, в хорошо взбитое масло малыми порциями всыпаем сахарную пудру. Затем, продолжая взбивать, в чашу миксера по одному добавляем желтки. После того, как масса станет однородной, всыпаем цедру крупного лимона или апельсина и добавляем цитрусовый сок. У меня свежевыжатый апельсиновый с мякотью. Снова включаем миксер и пока ароматная масса взбивается, подготовим сухую смесь. В чашу высыпаем кукурузную муку, туда же добавляем пшеничную, разрыхлитель, у меня с шафраном, и ванилин. Все сухие продукты тщательно перемешиваем и обязательно просеиваем. Во время просеивания мука насыщается кислородом и дополнительно перемешивается. Выключаем миксер, снимаем венчик, всыпаем сухую смесь в чашу и с помощью обычной силиконовой лопатки смешиваем все продукты. Но я и для перемешивания воспользуюсь миксером, включенным на самых малых оборотах. Во время смешивания тонкой струйкой вливаем сливки любой жирности. У меня 33%. Как только масса станет однородной, выкладываем в нее заранее промытый и обсушенный изюм, цукаты и лопаткой хорошо вмешиваем их в тесто. В отдельную абсолютно сухую и чистую чашу выливаем белки, добавляем щепотку соли и взбиваем миксером на высоких оборотах до плотных устойчивых пиков. Вот до такого состояния надо взбить белки. Затем частями взбитые белки добавляем в тесто и аккуратно снизу вверх перемешиваем, чтобы они не осели и придали нашему куличу легкость и воздушность. Бездрожжевой кулич на кукурузной муке – это не совсем традиционный вариант привычных нам куличей. Такая пасхальная выпечка больше похожа на кекс, а приготовленный с любовью в домашних условиях он непременно разнообразит ваш пасхальный стол и внесет своеобразную оригинальность. Вот такое красивое, воздушное и очень ароматное тесто у нас получилось. Выпекать эти куличи я буду в бумажных формах диаметром и высотой по 9 сантиметров. Раскладываем готовое тесто в сухие, ничем не смазанные формочки, заполняя их не более чем на 2/3 по высоте, так как при выпечке, несмотря на то, что тесто без дрожжей, оно хорошо поднимется за счет разрыхлителя. После того, как тесто разложено по формам, сразу же отправляем его в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем на режиме вверх плюс низ в течение часа. Если вы используете режим конвекция, убавьте температуру на 10-15 градусов. В зависимости от того, какие формочки вы будете использовать, время выпекания может поменяться. В процессе приготовления куличи хорошо поднимутся, верхушка, скорее всего, лопнет, но не переживайте, это нормально. Готовность куличей проверяем на деревянную шпажку. Она должна выйти сухой и чистой. Достаем их из духовки и оставляем на решетке до полного остывания.
С куличей лучше не снимать бумажные формочки, так они дольше останутся свежими и очень мягкими. Но я их сниму, чтобы вы увидели, как хорошо пропеклось тесто. Вот такие румяные, золотистые и равномерно пропеченные куличи у нас получились. Их можно намазать любой глазурью, украсить кондитерскими присыпками или просто посыпать сахарной пудрой. Недавно у меня на канале вышло видео с рецептом приготовления сахарной глазури без белков на желатине, которая остается мягкой и не липкой, при этом не крошится и не осыпается. Если не видели, рекомендую посмотреть, ссылочку оставлю в описании. А сейчас давайте разрежем кулич и посмотрим, что у нас получилось. Вы только посмотрите, какая красота! На разрезе кулич очень аппетитно выглядит. За счет кукурузной муки цвет яркий и насыщенный, а изюм и цукаты придают неповторимый рисунок. Готовый кулич получается воздушный, очень пористый, с ярко выраженным вкусом и приятным сладковато-цитрусовым ароматом. На ощупь он влажный, рассыпчатый, очень мягкий и таким остается в течение недели. Главным достоинством выпечки на кукурузной муке является то, что она получается более пышной, рассыпчатой и очень вкусной, даже похожей на творожную. На приготовление этих куличей я затратила не более 1,5 часов вместе с выпечкой. Надеюсь, вы приготовите куличи по этому рецепту и оцените их по достоинству. Тем более, что времени и сил на их приготовление будет затрачено гораздо меньше, чем для традиционной пасхальной выпечки. Если вам понравились эти куличи, ставьте лайк. Я буду рада, если вы поделитесь этим видео и напишите свои комментарии. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты вкусной пасхальной выпечки. Рекомендую посмотреть. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.